Вот генератор, да? Генератор. А это мотор, который привод генератора. В Росатом, в корпорации, генератора нет. Сейчас покажу. Вот генератор. Готовый, бери да делай. Это чертеж. А в корпорации Росатом генератора нет. У них там синхронный электромотор, который написали на нем генератор, который нужно вращать в обратную сторону. То есть тормозной момент, и он же тормоз. Магнитное сопротивление в 1000 раз больше. Для этого что они делают? Своего ума нет, они берут паровоз. И присоединяют его не к генератору, потому что у них нет генератора, а к мотору. И называют все это электростанция. Потом вместо угля вот сюда устанавливают ядерный реактор. Зачем? А вот зачем. Вот он, ядерный реактор. Через реактор циркулирует обычная вода, очищенная от всех примесей. Проходя через активную зону и омывая твеллы, вода нагревается до 320 градусов. Чтобы она осталась в жидком состоянии, ее приходится держать под давлением 160 атмосфер. Значит, что они делают? Берут паровоз и делают систему для образования пара из питьевой воды. Вот генератор. Что такое прямое включение с паровоза? Это значит, что они на магнитное поле, вот на ротор, должны дуть этим паром. Так я паровоз, да? Сижу и дую, но что-то он никак не работает. Это значит, мне нужно создавать давление 160 атмосфер, чтобы ротор вращался. Зачем? Вот он, паровоз. Чистая нагретая вода превращается в пар. Пар крутит турбину. Турбина вращает генератор, который и вырабатывает электроток. За моей спиной круглое здание, это здание генератора, турбину. Вот он, мотор под названием генератор. Такой маленький. Вот тут все, короче говоря, вот этот маленький мотор, он будет даже не виден на всем этом пространстве. Бесконтрольная ядерная реакция. Температура увеличивается до 1 000 000 градусов и происходит мощный ядерный взрыв. Все, в Белоруссии капут. Это элементарный привет. Можно делать и по-другому. Просто я не могу понять, для чего это все строится. В Белоруссии одна проблема – нет обеспечения рубля. Вот оно, обеспечение рубля. В 1000 раз дешевле и в 1000 раз быстрее. Безопасно, ничего тут взрываться не будет. Ядерного топлива нет, нефть не нужна, газ, ничего не надо. Работать самостоятельно. Вот. Настоящая электростанция, не никакой ядерный реактор, тем более паровоз.
Еще раз, электростанция это не паровоз, это генератор. А в Росатоме генератора нет. У них есть мотор синхронный, на котором написано генератор. То есть сплошное вранье. Сколько можно врать, я лично не понимаю. Вот. Независимая электростанция для сравнения. Вот он, ядерный реактор, да? Для чего он нужен? Чтобы превращать воду в пар. Этот пар подает в турбину, турбина вращает генератор. То есть генератор маленький, по сути вот такой же, как и независимый. Разница в том, что в этом генераторе очень большое магнитное сопротивление. Настолько большое, что нужно применять усилия в 100 раз больше, чем результат на выходе. А в этом генераторе сопротивления нет, совсем его нет. Здесь в работе участвует электрическое поле, но незначительный тормоз настолько, что для привода хватает 10% мощности генератора. Например, если здесь 100 мегаватт, то для привода хватает 1 мегаватта. Мало того, этот двигатель ничего не потребляет, так как у него есть собственный генератор. Потребляет только вот этот редуктор. Ну а что он может потреблять? Какой-то минимальный процент. То есть, если копировать какой-нибудь механизм у природы, все очень просто. Мотор вращает генератор, генератор вращает мотор. А здесь применяется, это UPS от компьютера. Это не специально, это просто показывал я итальянцам, что генератор настолько уникальный, что его можно использовать как привод UPS и асинхронный мотор это от кондиционера. Там и так нет крутящего момента, но он трехфазный. При питании от одной фазы его совсем нет. И тем не менее работает. И суперконденсаторы здесь применяются для опережения времени. Время на возбуждение, время на поступление в мотор, ну и так далее. А ток идет вот от генератора, вот он красный, в трансформатор. Топлива нет, здесь не нужно топливо. Она сама работает. Тем более с проектом можно дать им два. Один мощный, это на электромагнитах, и такой слабенький, под 10 киловатт, на постоянных магнитах. Тогда бы они смогли сделать собственное конструкторское бюро, чтобы наладить изготовление. То есть это не так сложно. Это просто вот эти чертежи нужно взять у меня. Я их могу увеличить. А также могу сделать нужный крутящий момент. Тем более на электродвигателе крутящий момент всегда в 10 раз больше, чем на дизельных двигателях. А на дизельных крутящий больше, чем на бензиновых. Чтобы ее собрать, нужно приготовить все детали и согласно проекта их сложить вместе. А именно, чертеж генератора – это обмотки ротора, это статора. Потом вставляем беличье колесо. В статор.
из-за чего сопротивление генератора исчезает. Далее, мотор мы уже знаем, потребление 0 Вт. Почему? Значит, причина – это сдвиг фаз. В статоре мотора фазы сдвинуты на 90 градусов. Это значит, ток отстает от напряжения на 90 градусов. Поэтому потребление у генератора, трансформатора и мотора 0 Вт под малой нагрузкой. То есть, если нагрузить эту электростанцию до 10% мощности генератора, этот двигатель не будет потреблять ничего. А уже когда нагрузка переходит выше 10%, 20, 30, 40, пропорционально этот двигатель начинает потреблять, но на 50% меньше. А потреблять он будет, потому что в статоре генератора присутствует электрическое поле. А чтобы поляризовать это поле, нужны затраты, которые равны 10% от номинальной мощности генератора. Асинхронный мотор 80 Вт. Единственный в мире генератор, который работает с этого привода. Ничего подобного в мире нет. Вот подтверждение. Потребление 0,0 Вт. 4, 5. Если напряжение скачет, он будет 7-8 под нагрузкой. То же самое. Без нагрузки. Мотор 80 Вт. Consume 50 Вт. Underload 60 Вт. Big roll. It's difficult. Пауза. Трансформатор тоже нужен. Transformer, this constructor need to for limit output power. В этом трансформаторе входная мощность меньше, выходная больше. Единственный в мире, unico al mondo. This input less, big output. Комплексы. Электронная схема для управления и так далее. Итого, электростанция состоит 2 генератора. Номинальная мощность 20 мегаватт. Можно сделать то же самое 20 гигаватт. Это не важно. Важно время изготовления. Time of manufacture short. Результат big. Very big.